Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду делать украшения, тоже применив вот такой шнурок. Я уже показывала вам украшение с таким шнурком, только я сейчас возьму в это украшение шнурок 2,5 миллиметра потолще. И мне понадобятся вот такие вот коралловые осколочки мелкие. Когда-то я покупала здесь 2 или 3 ниточки, наверное, 2 ниточки. Еще я потом вот такие купила. Ну и в другом магазине, как вы видите, цвет пришел совсем другой. Более такие желтоватые и мелкие вот эти вот осколки. Ну а здесь побольше и цвет более такой розовый. Можно сказать, розово-красный. А здесь желтизной отдают. И больше таких корявеньких с черными вкраплениями. А здесь черного нет цвета, но здесь вот такие есть. Можно было эту ниточку применить, но здесь мало. Была бы еще такая, и я думаю, было бы в самый раз. Но вот такие толстые вряд ли мне понадобятся, так как я буду собирать их на колечки, и такие бусинки толстые не прошли бы. Или здесь нужны колечки побольше. То есть я имею в виду диаметр побольше. Это у меня 8 миллиметров кольца. Ну, я оставлю это на потом. Такие. Если мне понравится украшение, я сделаю еще. Я хочу с медной фурнитурой применить. Вот такие колечки когда-то я покупала в магазине. Это хороший магазин. И там я покупала на одной странице золотые кольца. И вот такие золотые кольца мне пришли. Толстенькие, хорошие. Я их ставлю в украшения. И в основном соединяю карабинчики, удлиняющую цепочку. А вот эти пришли тоненькие-притоненькие. Они раскрываются, но они непрочные, поэтому я их очень мало где использую, но не креплю карабин. Ну, раскрываются хорошо, но они не совсем крепкие для этих карабинчиков. Ну, а для той цели, что я придумала, здесь они как раз и подойдут. Я буду раскрывать и надевать вот эти бусинки. И если толстые, мне, наверное, не толстенькие не пройдут. Я теперь буду сидеть еще и выбирать. Вот, видите, проходит здесь хорошо. И закрываю. И чтобы все сошлось хорошо, ровненько были собраны колечки. И вот так раскрываю и собираю. И теперь мне нужно набрать несколько рядов, так как впереди у меня это будет находиться. И вот так я буду собирать, не знаю, сколько рядов. Сейчас я посмотрю, насколько мне хватит и колечек, и коралловых вот этих бусин. Насколько мне хватит, я и буду собирать, вот так соединять. Ну, а сколько соберу, и потом уже к вам вернусь. И вот как у меня получилось. Остались у меня немного колечек. Осталось немного вот таких бусин маленьких. Эти у меня не проходят в кольца. И получилось у меня 7. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вот таких рядов. Начинала я самый маленький ряд 30 колечек. И закончила 38 колечек. Вот так я проверяла, дергала, закрывала, старалась закрыть колечки поплотнее, ну, чтобы не раскрылись в носке. Я думаю, я проверила уже, дергала, вроде бы крепко держится. Теперь мне нужно эти все ряды собрать на кольца. И буду я их вот так вот собирать именно по возрастающей. Вот такие у меня колечки я подобрала. Нержавеющая сталь. Вот такие оригинальные, да, с двух сторон поставить можно. И собирать я буду их на вот такие колечки, тоже 8 миллиметров. Нержавеющая сталь. Это уже плотненькие кольца, толстенькие. И вот так вот каждый ряд я буду цеплять и надевать на вот такое кольцо с двух сторон.
буду собирать. И вот сейчас я это соберу все и продолжим дальше. Вот видно вам, да? Тут у меня еще одна мысль пришла интересная. Вместо такого колечка поставить карабинчики. Можно поставить вот такие карабинчики. Я так подумала, если здесь много шридов будет, на эту деталь, на эту часть поставить, сделать как съемный. Ладно, это уже потом. Давайте посмотрим. Потом уже я расскажу, что я еще хотела придумать. Ну и теперь сейчас я соберу все и покажу. И посмотрите, как интересно смотрится. Конечно, тут бы еще добавить рядов несколько, чтобы было попышнее, я думаю, было бы получше. Но, к сожалению, у меня столько колечек нет. Ну и уже мало осталось вот этих осколочков коралловых. Можно было, да, здесь побольше. Это надо по материала много иметь. И было бы тогда густо, так пышно смотрелось бы. Но вот когда мы делаем такие украшения первый раз, и мы уже потом знаем, как добавить и что можно подделать, и что лучше придумать. Вот так вот смотрится. Неплохо, неплохо. На мой взгляд, был бы другой цвет, какой-нибудь бирюзовый, например, да? Например, если вот эти бусинки собрать на колечки. Интересно, как бы это смотрелось. Вот пока не соберешь и не увидишь, как это все будет выглядеть с бронзовыми колечками. Здесь тоже кольца бронзовые красивые поставить. Или что-то подобрать, какую-нибудь другую рубку. Только отверстия нужны побольше, так как не во все бусинки проходили эти колечки. Хотя они тоненькие, но здесь как рифленый такой рисунок, поэтому не во все проходило. Ну и теперь я хочу прикрепить шнурок дальше к шее, чтобы у меня был шнурок кожаный. Хотя можно здесь и цепочку подсоединить. А еще у меня была одна мысль сделать это все разъемным. Например, вот такие у меня есть карабины. Если все колечки можно было надеть сюда, с этой стороны шнурки надевать, снимать. То есть можно было снимать шнурки и прикрепить потом здесь цепочку. Если не хотим цепочку, прикрепляем шнурки. Вот такой вариант у меня еще в голове крутится. Можно сделать, да? Думаю, тоже неплохо будет. Но сейчас я попробую так сделать, несъемными. Хотя можно и съемные сделать. Было бы тоже неплохо. Здесь крепить потом цепочку. И вот так карабинчики будут, наверное, двигаться. Не знаю точно, будут они двигаться. Можно завязать узел. А можно поставить вот такие кольца. Сначала я думала вот это поставить, но так как здесь, видите, да, отверстие маленькое. Но у меня есть вот такие. Очень давно я их покупала для кожаных браслетов. И я знаю, что это пожелтеет, так как у меня они желтели. Я уже покрыла лаком. Кто не знает, лак Цапон для того покрывается, чтобы не желтело. Я для этого покрываю. Мне не нравится желтый цвет, когда оно желтеет. Мне кажется, это старое украшение уже, и вида нет, некрасиво смотрится. Они не ржавеют, они не чернеют, они именно желтеют. Хотя можно протереть вот салфеткой специальной и стереть. Но я покрываю тоненьким слоем один раз лаком. И этого хватает достаточно. Они не будут желтеть, они останутся только такого цвета. Кто-то покрывает спреем. Есть и спрей такой, лак прозрачный. Он у меня тоже есть. И я взяла здесь именно 3 шнурка. Как вы видите, я не сказала. Можно и 2. Но так как здесь у меня отверстие вот такое большое, и как раз проходит все 6 шнурков. А если поставить вот здесь, только 4 пройдет. Ну, а как-то не смотрится, мне кажется, когда мало шнурков. Когда их больше, мне кажется, лучше так выглядит. Сейчас я сделаю это все и посмотрим. И вы увидите сами, как это будет выглядеть. Чтобы ровненько было, я сейчас их уложу, все шнурки, чтобы ровненько все. Вот так вот
Вот так вот. И подтягиваю. И здесь уже, вот видно вам, да? Я думаю, будут держаться эти бусинки. Так как здесь вот есть шов, я постараюсь вот так уложить, чтобы рисуночек был посередине. Ну и потом здесь уже в конце я буду шапочку надевать. А шапочки я вот эти подобрала. Все в тон, все в серебряном цвете. Вот эти я покупала недавно. И я думаю, они не пожелтеют. Так как видно, я уже вижу сдалека, какой металл почернеет, то есть потемнеет, пожелтеет, какой нет. Вот это я не знаю, что за покрытие, но, по-моему, хорошего качества были они. Только две, то есть два колпачка были вот в наборе. Хотя есть в другом магазине, они продаются большее количество. Я думаю, потом буду здесь крепить, надену пин и уже посажу все эти неровно. Не смогу сейчас показать. Теперь со второй стороны сейчас я также сделаю, как здесь. И будем уже крепить колпачки. Вот так я закрутила все жгуты ниточкой, завязала и провела между ними посередине пин. Самый длинный, нержавеющая сталь. И здесь вот как видите, он держится. И залила все клеем. Сейчас он у меня уже подсыхает, уже все не клеится. Подсох клей. Теперь надо как бы поставить пин, чтобы он был по центру. Вот как видите, да? Потому что здесь отверстие по центру. И проводим. Теперь это надо все спрятать в шапочку. Шапочка, мне кажется, может раскрыться. Такая, если постараться, можно раскрыть ее. И вот это туда мы все подталкиваем и сажаем. Прячем все в шапочку. Ну и теперь мне надо здесь закрутить петельку и прикрепить карабинчик. Ну, я думаю, может быть, несколько звеньев удлиняющей цепочки. Может быть, это и не для чего, просто для красоты. Так, ну а здесь я хочу как бы закрутить такую красивую петлю. Вот так сделать побольше петельку. И по кругу теперь закрутить. Можно ручками, пальчиком, но у меня уже так болят пальчики. И вот так по кругу теперь можно закрутить. Но чтобы было поплотнее, нужно подтягивать. Тогда будет красивее смотреться. Как бы закручиваю и закрываю сверху шляпку, колпачок. Мне кажется, так будет красиво. Посмотрите, как получается. Интересно. И вот так по кругу закручиваю. Ну, можно отрезать уже. Сейчас обрежу. Также сделаю вторую. И украшение готово. Посмотрите, как получилось. Я думаю, если было бы больше рядов, было бы красивее намного. Пышнее. Ну, вот насколько хватило. Конечно, это первый мой опыт. Первое украшение. Ну и неплохо получилось. Не знаю, напишите свое мнение. Мне интересно, как всегда. Можно было трансформер сделать, как я уже говорила. Поставить вот такие карабинчики и нанизывать ряды разные. Можно было менять, вот это снимать, кожаный шнур, и надевать цепочку. Так тоже возможно сделать какие-то ряды. Можно из чего-то другого придумать. Колечки другие и бусинки, например, с большим отверстием. Тоже будет оригинально. И много-много рядов сделать. Я думаю, будет красиво смотреться. Что-то можно придумать оригинальное. Ну, жду от вас комментарии. Интересно ваше мнение. Понравилась вам такая идея? Ну а если вам понравилось, поставьте мне пальчики. Мне будет приятно. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья, любви в ваших семьях. Чтобы было мир, покой и мирное небо над головой. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.